О, друзья, вот такой вот у нас карман для SSD дисков и для 2.5 HDD дисков от Bezos. Это известный бренд. Это в данном случае это версия на Type-A с USB 3.1 с таким вот световым индикатором в классном дизайне, с классных материалов. И все это на канале Технозон. Поехали. Слушайте, я вот решил отказаться от вот этих соплей. Я использовал для всех своих тестов в моей студии вот эти вот сопли для подключения SATA интерфейса. Вот такой вот маленький, вот такая сопля, но он очень быстрый. Ну, дело в том, что сами по себе SSD диски, обыкновенные 2.5, они ограничены там скоростью чтения записи, там 560, максимально то, что я видел, прямого чтения. Поэтому для меня было необходимо заменить вот этот вот весь колхоз на нечто одно. И вот я его нашел с достаточно быстрыми характеристиками. Давайте посмотрим, что же нам пишут на Алиэкспрессе продавцы. Стоит на момент съемки наш вариант, сейчас я вам покажу, при доставке из Китая $13. Поверьте, за кейс это недорого, за 3.1. Есть три варианта. Есть у нас микро-B модель, это USB 3.0 кабель, вот с вот такой вот штукой, как у меня был. Есть у нас USB 3.1, вернее, USB 3.0 Gen 1. То есть это то же самое, в принципе, только через Type-C. И Gen 2 это Type-C на Type-C. То есть, ну, такое себе назвали они, конечно. Хотя коробка одна и та же, и контроллер один и тот же. Ссылочку разместил в описании под видео, там, где я покупал. Это именно тот продавец, где я покупал. Подходит он и к макам, и к простым компам. Если вам к макбукам, то вам необходимо брать Type-C на Type-C. Если к простым компам, то Type-A на Type-C, либо Type-C на Type-C, если у вас есть. Но дело в том, что я его еще использую и для ТВ-боксов, для вот таких вот, как медиахранилище. Он к этому тоже абсолютно готов и спокойно. Здесь нужен Type-A на Type-C. Что они здесь указывают? Ну, то, что поддержит 6 терабайт, 10 гигабайт в секунду. Это, конечно, они тут очень много всего приплели. Легкий монтаж и максимальная скорость, которая здесь реализована, то, что я видел, 500 мегабайт в секунду на моем SSD диске. Мы сейчас перейдем с вами на распаковочку, подписываемся, нажимаем колокольчик, участвуем в акциях. Каких? Да, вот там вот под видео есть. Вот такая акция, там просто для подписчиков, ничего делать не надо. Ну, а мы с вами начинаем обзор, а потом делаем уже выводы. Ну что, вот такой вот карманчик Базеус. Конец вот этим вот моим страданиям. Я уже вам показывал, потому что это чушь. Он очень быстрый, я его из-за этого использовал, но мне нужно было уже что-то менять в этой жизни. Так, смотрим. Ой, наклеечки. Инструкция. Зачем она здесь нужна? Непонятно. Bezos или Базеус. Упаковано неплохо даже. Он матовый. Класс вообще. Так, как-то он должен открываться. О, есть. Ой, ну все вообще элементарно и просто. Этот SSD у нас со скоростью чтения до 500 мегабайт в секунду, поэтому мы его и на нем будем тестировать. Есть, смотрите, какие интересные, есть уплотнители, которые, давайте я поворочу чуть, которые удерживают жесткий диск, чтобы он не скользил. То есть вы просто вставляете, он уже зафиксирован, то есть он не выпадет. Вставляем просто-напросто крышечку. Сейчас она, вот так вот вставляется. О, все. Сдираем пленочку. Жик. Оп. Смотрите, как красиво. Симпатично. И есть у нас всего лишь один Type-C выход. Есть у нас кабель от этой штуки Bezos. Это Type-C, Type-A. Просто Connect и все. Ну что, подключаем, тестируем на скорость. Но я надеюсь, что он не обманет моих ожиданий. Ну что, включились. Видите, у нас здесь еще индикатор есть световой. Сейчас мы включим его в USB. USB у меня Type-A загорелась красным. У нас он появился практически мгновенно. Смотрите, я сейчас выткну его, он пропал. Смотрите, втыкаю и смотрим, и он мгновенно появляется. То есть определяется этот кейс абсолютно мгновенно. Будем тестировать двумя способами. Первое, мы скопируем большой какой-нибудь файлик. Давайте просто и посмотрим у нас на копирование в самой 500 мегабайт в секунду. То есть фактически мы получили максимум. Давайте еще раз.
скопируем. 450 мегабайт в секунду, я даже не успевал. Давайте обратно попробуем. Давайте 300, 300, ну короче, 500 на 300 это то, что мы здесь получили. Также мы с вами проверим это все через Crystal Disk Mark. Ну, в принципе, стартуем. Ну, уже даже первый тест, я могу сказать, что он показывает максимум, который возможен для вот этого моего SSD. Это 450 мегабайт, не путайте мегабит, мегабайт в секунду на чтение, на последовательное чтение, и дождемся записи. Как ни странно, на запись показывает 87 мегабайт, или сам по себе текст необъективный, потому что мы только что копировали, и он показывал 300. Ну ладно, сейчас еще раз проверим через запись, но в принципе, я вам скажу, неплохо. Bezos вкрай неплохо. Давай уже докопируй, мне аж интересно. Или действительно какая-то проблема с записью, потому что мы получаем другие результаты при прямой записи. Давайте сейчас попробуем еще раз. SSD-шка. Сейчас большой фильм, чтобы было четко понятно. Попробуем. Так, это 15 гигов. Давайте скопируем на рабочий стол. Посмотрим. 368, 370 и поднимается потихоньку. То есть у нас разбежность от 350 до 500 в прямом копировании именно через саму операционную систему. Мне интересно обратно с какой скоростью, потому что Crystal Disk Mark показывает что-то непонятное для меня именно на запись. Так, под конец было 500-600. Для того, чтобы не было у нас буфера никакого, мы сейчас скопируем здесь отрезок. Просто скопируем еще один. Вот здесь вот 400 почти показывало. Удалим этих смурфов и скопируем обратно Mortal Kombat. То есть в буфере его точно уже нет. Буфера нет такого на гигабайты. И копируем обратно. Ну, как я и говорил, на запись 300 мегабайт в секунду. 15-гиговый файл мы сейчас копируем, то есть у меня ничего не изменилось. Вот что-то в Crystal Disk Mark изменилось. Поэтому мы подтверждаем на чтение, прямое чтение, это разбег от 350 до 500. На запись вот у нас пошло, это уже зависит от самого диска, потому что сам по себе SSD без буфера, без кэша, и вот у нас до 300. Ну понятно, что он 82. То есть сам по себе SSD, это не зависит от кейса, сам по себе SSD стартанул на 300, а в самом SSD нет достаточно большого буфера для обеспечения столь быстрого потока. И он нам Crystal Disk Mark выдал среднюю. То есть у нас по факту сам по себе кейс обеспечивает быструю передачу, а уже сам по себе SSD не может. То есть имеем, что имеем. Но это претензия не к кейсу. Ну, есть как есть. Слушайте, я в принципе готов пройти и проревьюировать данный девайсик. А выводы таковы. Легкий монтаж, классные материалы, хорошая скорость. И это просто-напросто обыкновенное, качественное, функциональное устройство. И мы его реально однозначно рекомендуем. Он теперь будет у нас на всех тестах TV-боксов. И на всех тестах оборудования, где будет применяться этот самый SSD-диск, в том числе и для телевизоров. Вот так вот. Поэтому с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.